Это место похоже на декорации фильма ужасов. Представь себе озеро, которое превращает живые существа в камень. Звучит как миф, но это реальность. Добро пожаловать в озеро Натрон, одно из самых жутких мест на планете. Находится оно в Танзании, недалеко от границы с Кенией. С виду это обычный водоем, но его вода имеет смертельные свойства. Температура здесь может достигать 108 градусов по Фаренгейту, а уровень щелочи настолько высок, что может разъесть кожу и мясо. Но самое страшное – это эффект мумификации. Когда птицы или другие животные попадают в воду, их тела покрываются минеральными отложениями и со временем становятся твердыми, как камень. Это происходит из-за высокой концентрации соды и извести. Берега озера усеяны статуями смерти, останками птиц и летучих мышей, застывших в пугающих позах. Но вот что удивительно. В этой смертельной воде живут фламинго. Они приспособились к экстремальным условиям и даже используют озеро как место размножения. Для них Натрон – это защита от хищников. Что же стало причиной таких жутких свойств воды? Ответ кроется в вулканической активности региона. Лава, богатая минералами, попадает в озеро, создавая этот адский коктейль. Но это еще не самое странное место на Земле. Остров Кукол. В самом сердце Мексики, среди заросших каналов Сочемилько, скрывается жуткий остров. Здесь тысячи старых кукол свисают с деревьев, качаются на ветру, следят за тобой пустыми глазницами. Это остров Кукол – одно из самых зловещих мест на планете. Когда-то здесь жил одинокий отшельник Дон Хулиан Сантана. По легенде, однажды он нашел тело утонувшей девочки в воде рядом с островом. Вскоре после этого он начал замечать странные вещи. Ночью слышались детские голоса, куклы, принесенные рекой, сами собой меняли положение. Чтобы умилостивить дух девочки, Хулиан начал развешивать кукол по всему острову. Он собирал их на свалках, менял у местных жителей на еду. Так остров превратился в настоящий музей ужаса. Прошло более 50 лет. Однажды Хулиана нашли мертвым в том же месте, где он когда-то обнаружил тело девочки. С тех пор остров стал местом паломничества любителей паранормального. Люди утверждают, что куклы здесь шевелятся, шепчутся, а ночью можно услышать детский смех. Но если этот остров пугает визуально, то следующее место несет в себе настоящую смертельную угрозу. Долина падающих птиц. В Индии, в штате Ассам, есть загадочное место, от которого мороз по коже. Оно известно как долина падающих птиц. Каждый год в конце лета здесь происходит нечто странное. В определенные ночи сотни птиц внезапно падают с неба, словно пораженные невидимой силой. Это явление наблюдают уже много лет, но до сих пор никто точно не знает, в чем причина. Местные жители боятся этого места. Они уверены, что долина проклята. Некоторые считают, что здесь действует сверхъестественная сила. Другие говорят, что это дело рук древних духов, охраняющих эти земли. Ученые пытались разобраться в этом феномене. Они выдвинули несколько версий. Одна из них – магнитные аномалии. Возможно, птицы теряют ориентацию из-за геомагнитных возмущений и просто врезаются в землю. Другая версия – ядовитые испарения из-под земли. В этом регионе есть вулканические газы, которые могут отравлять воздух. Но есть и нечто еще более пугающее. Некоторые исследователи утверждают, что птицы будто разрываются изнутри перед падением. Это ставит в тупик даже самых скептически настроенных ученых. Дверь в ад. В самом сердце Туркменистана, в пустыне Каракумы, есть место, которое выглядит как портал в преисподнюю. Это кратер Дарваза, который местные называют дверью в ад. Огромная огненная яма диаметром более 200 футов пылает уже больше 50 лет. Ее история началась, когда геологи проводили разведку газа. В результате неудачного бурения земля провалилась, образовав гигантскую воронку. Чтобы предотвратить утечку опасного газа, ученые решили поджечь кратер. Они думали, что огонь потухнет через несколько дней, но он горит до сих пор. Пламя здесь настолько сильное, что его видно за несколько миль. Температура у кратера может достигать более 1000 градусов по Фаренгейту, а внутри можно увидеть бурлящий огонь, вырывающийся из глубин земли. Кладбище поездов. Глубоко в пустыне Боливии, среди бескрайних песчаных просторов, лежит место, где время словно остановилось. Огромные ржавые локомотивы застыли в вечном ожидании, покрытые пылью и коррозией. Это кладбище поездов – одно из самых мрачных и загадочных мест на планете. Когда-то здесь кипела жизнь. В 19 веке Боливия активно строила железные дороги, соединяя отдаленные регионы. Но спустя несколько десятилетий экономика страны рухнула, и железнодорожный транспорт пришел в упадок. Поезда, некогда бывшие символом прогресса, оказались брошены посреди пустыни. Сегодня кладбище поездов напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Вагоны и паровозы стоят рядами, покрытые граффити и проржавевшие до дыр. Их металлические корпуса хрипло скрипят на ветру, создавая гнетущую атмосферу. Некоторые верят, что это место проклято. Ходят слухи, что ночью среди поездов можно увидеть призрачные огни и услышать странные звуки, будто старые локомотивы снова пытаются отправиться в путь. Но если здесь остановилось время, то в следующем месте оно буквально застывшее в камне.
Каменные волны Аризоны. В пустыне Аризоны есть место, которое кажется иллюзией. Это гигантские песчаные волны. Они похожи на окаменевший шторм, но на самом деле это одно из самых редких геологических образований в мире. Местные называют это место просто волна. Оно состоит из древних песчаников, возраст которых превышает 190 миллионов лет. Когда-то здесь были дюны, но под воздействием воды и ветра они превратились в камень, сохранив свои плавные формы. Цвета песчаников меняются в зависимости от освещения, от ярко-оранжевого до фиолетового. Из-за уникальной структуры эти волны словно плывут перед глазами, создавая оптическую иллюзию. Попасть сюда невероятно сложно. Количество туристов строго ограничено, и получить разрешение — настоящая удача. А путь к этим волнам пролегает через суровую пустыню, где можно легко заблудиться. Но если здесь мы видим окаменевшую природу, то в следующем месте скрывается подземный город мертвых, куда лучше не заходить в одиночку. Парижские катакомбы. Под улицами Парижа скрыт целый лабиринт, который хранит страшные тайны. Это катакомбы, подземный мир, где покоятся миллионы людей. 18 век. Парижские кладбища переполнены, а трупы начинают буквально выползать из земли. Тогда власти приняли радикальное решение — выкопать останки и перенести их в старые каменоломни под городом. Так родились катакомбы. Сегодня это сеть тоннелей протяженностью более 200 миль. Повсюду стены из черепов и костей, сложенные в жуткие узоры. Атмосфера здесь давит на психику. Но самое страшное — это рассказы о тех, кто сюда спускался и не вернулся. Говорят, здесь можно услышать шепот, увидеть тени, а двери, ведущие обратно, порой просто исчезают. В катакомбах до сих пор находят камеры, о существовании которых никто не знал. Что в них? Загадка. Но если здесь мертвецы покоятся под землей, то в следующем месте природа решила сама захватить территорию, оставленную людьми. Рыбацкая деревня Хутувань. В Китае на одном из островов в устье Янзы скрывается удивительное место. Это деревня Хутувань, которая больше похожа на кадры из фильма о постапокалипсисе. Когда-то здесь жили рыбаки. Но со временем люди покинули остров в поисках лучшей жизни, а природа решила не терять времени. За несколько десятков лет она полностью поглотила деревню. Сегодня дороги и улицы скрыты под густыми слоями зелени. Лозы оплетают стены, деревья прорастают сквозь крыши, а узкие улочки превратились в джунгли. Создается ощущение, что это место никогда не было обитаемым. Это одно из немногих мест на планете, где можно увидеть, как природа берет свое. Остров Сокотра. Добро пожаловать в самое инопланетное место на Земле. Это остров Сокотра, расположенный в Индийском океане у берегов Йемена. Если бы кто-то показал тебе фото этого места, ты бы подумал, что это кадры с другой планеты. Это дом для сотен редких растений, которых нет больше нигде на Земле. Самое известное из них — драконовое дерево. Оно похоже на огромный зеленый гриб, а его смола ярко-красная, как кровь. Древние считали, что это настоящее кровавое дерево, обладающее мистическими свойствами. Еще одно удивительное растение — бутылочное дерево. Оно выглядит как гигантская ваза с толстыми стволами и крошечными ветвями. Цветы у него розовые, но на фоне пустынного ландшафта они кажутся призрачными. Но Сокотра странно не только из-за растений. Здесь почти нет рек, но есть пещеры, которые уходят вглубь на многие мили. Говорят, внутри них можно найти загадочные надписи древних цивилизаций. Остров долгое время был изолирован от цивилизации, а местные жители верят в магию и проклятие. Они рассказывают о духах, живущих в горах, и о странных созданиях, которых никто не может объяснить. Но если здесь пугает природа, то в следующем месте страх вызывает человеческое одиночество. Это маяк на скале Белл, одно из самых труднодоступных мест на планете. Находится он у берегов Шотландии, прямо на вершине гигантской скалы, торчащей из воды. Построить здесь маяк было почти невозможно, но в 19 веке это сделали. Работа здесь — сущий кошмар. Буря может продолжаться днями. Волны вздымаются на высоту более 100 футов, а ветер с легкостью сбивает человека с ног. Однажды здесь случилось загадочное происшествие. Вся команда маячников исчезла без следа. Когда спасатели прибыли на остров, они не нашли никого. Двери были закрыты, на столе лежала недоеденная еда, а в журнале была последняя запись. «Шторм не прекращается, мы боимся». Что с ними случилось, так и осталось тайной. Но если здесь пугает одиночество, то в следующем месте тебя поджидает нечто более зловещее. Колодец Тора. На побережье Орегона есть место, которое выглядит как вход в подводный мир. Это колодец Тора, гигантская воронка, в которую бесконечно исчезает вода. На первый взгляд кажется, что это обычное приливное отверстие в скале. Но чем дольше смотришь на него, тем страшнее становится. Вода уходит вглубь, а потом вырывается обратно с огромной силой. Это зрелище завораживает, но и пугает одновременно. Долгое время люди думали, что колодец не имеет дна, что он засасывает все, что оказывается рядом. На самом деле он соединен с подводными пещерами, но их глубина до сих пор не изучена полностью.
Несмотря на свою опасность, это место привлекает смельчаков. Некоторые пытаются подойти слишком близко, но внезапная волна может затянуть человека внутрь. Но если здесь опасность скрывается в воде, то в следующем месте пугает его тишина. Это город, в котором время остановилось. 4 десятилетия назад здесь кипела жизнь. Сегодня это мертвый город. Добро пожаловать в Припять, место, замороженное во времени. Когда в 1986-м взорвался Чернобыльский реактор, жители города были срочно эвакуированы. Они думали, что уезжают на несколько дней, но никто не вернулся. Сейчас это город-призрак. Заброшенные дома, ржавые машины, детские игрушки, оставленные в спешке. Самое жуткое место — заброшенный парк с колесом обозрения, которое так и не успело открыться. Но даже спустя десятки лет Припять остается опасной. Радиация здесь все еще высока, а в некоторых местах даже смертельна. Ученые называют это место атомной пустыней, где природа берет свое, а человек — лишь призрак прошлого. Но если здесь смерть пришла из-за науки, то в следующем месте ты столкнешься с бездной, которая скрывается глубоко под землей. Пещера Крубера. Добро пожаловать в самую глубокую пещеру на Земле. Никто не знает, что скрывается на самом дне. Она расположена в горах Абхазии, и ее глубина превышает 7000 футов. Это единственная пещера, которая уходит так глубоко, что в ней есть собственные реки, озера и даже неизвестные организмы. Спуститься сюда значит отправиться в путешествие в ад. Внизу полная темнота, невероятная влажность и воздух, наполненный неизвестными газами. Чем дальше спускаешься, тем сильнее ощущается давление. Некоторые ученые считают, что в самых нижних слоях могут быть формы жизни, которые не встречаются больше нигде на планете. Однако мало кто осмеливается идти так глубоко. Но если здесь страх вызывает темнота, то в следующем месте пугает сама атмосфера. Лес самоубийц Аокигахара. Есть места, где воздух пропитан страхом. Одно из них — лес Аокигахара в Японии. Его еще называют лесом самоубийц. И не просто так. Этот густой лес расположен у подножия горы Фудзи. Внутри него абсолютная тишина. Почти нет ветра, птицы не поют, а деревья стоят так плотно, что создают зловещую атмосферу. Именно здесь за последние десятилетия сотни людей добровольно ушли из жизни. Существует версия, что виной всему особое магнитное поле, которое влияет на психику. Другая теория — проклятие. Местные легенды рассказывают о призраках, которые заманивают людей в самую чащу, откуда уже нет выхода. В лесу можно найти брошенные палатки, личные вещи и веревки, свисающие с деревьев. Но самое жуткое — это таблички с надписями «Подумай о своей семье» и «Жизнь — это дар». Их поставили власти в надежде остановить людей, пришедших сюда с последним намерением. Но если этот лес покрыт зловещими легендами, то следующее место известно своими реальными исчезновениями. Бермудский треугольник. Сотни исчезнувших кораблей. Самолеты, которые растворяются в воздухе. Добро пожаловать в Бермудский треугольник, одну из самых пугающих загадок планеты. Этот район находится в Атлантическом океане, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Уже несколько веков здесь происходят странные события. Корабли пропадают без следа, самолеты исчезают с радаров, а компасы ведут себя неадекватно. Одна из самых известных историй — исчезновение Полет-19 в середине 20 века. Группа военных самолетов отправилась на тренировочный полет, но внезапно пилоты передали странное сообщение. Мы входим в белый туман. Мы теряем контроль. Связь оборвалась, и никто из них не вернулся. Теорий множество. Одни говорят о магнитных аномалиях, другие о подводных разломах, третьи винят внеземные силы. Но факт остается фактом. Бермудский треугольник продолжает забирать жизни. А если одни места внезапно забирают людей, то другие просто от них отказываются. Деревня-призрак Кайкёй. Представь себе город, где никто не живет. Ты идешь по улицам, заглядываешь в окна, но повсюду только пустота. Это Кайкёй, одна из самых загадочных заброшенных деревень в Турции. Еще 100 лет назад здесь кипела жизнь. В этом городе мирно жили греки и турки. Но после политического конфликта их насильно выселили, а деревня осталась безлюдной. С тех пор она как застывшее воспоминание о прошлом. Руины домов, заросшие виноградниками, пустые школы, в которых больше не слышны детские голоса, разрушенные церкви, покрытые вековой пылью. Кажется, будто жители просто исчезли в один момент. Местные жители стараются обходить Кайкёй стороной. Они верят, что здесь обитают души изгнанных людей. По ночам в руинах можно услышать странные шорохи и шаги, а в окнах увидеть тени. Но если этот город просто мертв, то следующее место — смертельная ловушка для тех, кто решает туда спуститься. Голубая дыра Дина.
На Багамах есть место, которое привлекает смельчаков со всего мира. Это голубая дыра Дина, одна из самых глубоких подводных пещер на планете. На первый взгляд, это просто круглый бассейн с кристально чистой водой. Но если заглянуть вглубь, то под тобой открывается гигантская черная бездна, уходящая на сотни футов вниз. Глубина этой дыры более 660 футов. Это означает, что внутри нее можно уместить целый небоскреб. Давление здесь настолько велико, что на определенной глубине воздух становится токсичным. Опытные дайверы пытаются погрузиться как можно глубже, но это смертельно опасно. Внизу можно встретить пещерные капканы, узкие тоннели, которые ведут неизвестно куда. Многие просто не успевают выбраться обратно. Несмотря на опасность, это место продолжает манить экстремалов. Но есть еще одна зона, куда попасть намного сложнее. Секретная военная база в пустыне Невады. Объект, который окружен тайнами и теориями заговора. Это зона 51, одно из самых засекреченных мест на планете. Что там происходит на самом деле, неизвестно. Правительство США долгое время даже не признавало существование этой базы. Но спутниковые снимки показали странные сооружения, взлетные полосы и загадочные объекты. Главная теория: в зоне проводят эксперименты с инопланетными технологиями. Говорят, что именно здесь изучали обломки НЛО, которые якобы разбились в Розуэле. Некоторые утверждают, что там даже хранят тела пришельцев. Другая версия — это место, где тестируют сверхсекретные самолеты и оружие. И действительно, многие современные военные технологии впервые были замечены именно в этом районе. Что бы там ни происходило, одно ясно: зона закрыта для посторонних. Но, может быть, именно там скрывается ответ на главные загадки человечества.